Для чего вы покупаете недвижимость? Хочу купить квартиру на Бурдж-Халифе. А еще и в придачу шел новый Mercedes-Benz GLE. И 30% не выжить из квартиры никак. Так у вас в рекламе вот такая цена. Каким образом вы можете дать нам большую доходность? То есть нарисовать, если для вас основная задача это нарисовать там доходность, то ее можно нарисовать то угодно. Я рассматриваю покупку квартиры в ипотеку. То есть мы не занимаемся вангованием, мы занимаемся прогнозом. Он хотел, чтобы у него в портфеле был классный объект в самом высоком здании мира. Привет, друзья! Сегодня на моем канале мы раскроем одну из самых животрепещущих тем, связанных с целью покупки недвижимости в Дубае. На сегодняшний день самой, наверное, популярной и наиболее интересной стратегией инвестирования в Дубай, в недвижимость Арабских Эмиратов и в частности Дубая, является стратегия аренды. И для того, чтобы погрузиться в эту тему более глубоко и в более динамичном режиме, с цифрами, с примерами о том, что такое аренда, рынок аренды недвижимости в Дубае, пригласил сегодня Фихору, очаровательную девушку, основательницу компании Shell Grow. Привет, Фихора. Привет, Дим. Спасибо большое за приглашение. Очень рада быть здесь и уверена, что получится раскрыть максимально глубоко эту тему. Давай начнем наше сегодняшнее обсуждение вот с такой необычной ситуации. Часто ко мне обращаются клиенты, которые купили квартиру вот в таком эмоциональном запале, они приняли решение эмоционально здесь, сейчас, они не совсем в тот момент думали о том, что же они будут с этой недвижимостью сделать. А я хочу обратить внимание на то, что зарабатывает в недвижимости никто ее покупает, а тот, кто из нее извлекает деньги впоследствии, сдавая в аренду или перепродавая. Таким образом, я хочу вот в этом видео особенно подчеркнуть, подсветить тот факт, что при покупке недвижимости необходимо обращать внимание на какую же цель вы преследуете для того, чтобы войти в этот рынок, для чего вы покупаете недвижимость. И этот вопрос, который я задаю одним из первых всем клиентам. Согласна ли ты с такой постановкой вопроса и что ты по этому поводу думаешь? 100% согласна. Когда клиент покупает для себя, для проживания, для души, какие-то цифры доходности и капитализации, они уже не так важны. Потому что, расскажу смешной пример. Пример был с одним из агентов, когда к нему пришел клиент и говорит: хочу купить квартиру на Бурдж-Халифе. Мы по стратегии нашего взаимодействия с клиентом делаем глубокий анализ, понимаем, что квартира на Бурдж-Халифе стоит дороже, чем соседние квартиры, но сдаются дешевле по смешной причине, потому что из Бурдж-Халифа Бурдж-Халифу не видно. Соответственно, наш агент старается переубедить клиента и сказать то, что это не самый ликвидный объект, и в целом по доходности будет ниже, чем по аналогичной цене объект в соседнем здании. Клиент кивает и уходит, и покупает квартиру у другого агентства. По какой причине? Именно по той причине, потому что ему нужна была просто квартира на Бурдж-Халифе. Ему было неинтересно ни ликвидность, ни капитализация. Он хотел, чтобы у него в портфеле был классный объект в самом высоком здании мира. Поэтому 100% очень много зависит от того, что же в итоге хочет получить клиент. Но страшная ситуация не в том, когда клиент хочет купить для себя и не обращает внимания на какие-то показатели, а наоборот, когда клиент хочет купить как инвестиционную недвижимость, как пополнить свой инвестиционный портфель, но руководствуется только эмоциями, как ты верно сказал, в запале, смотрит на здание, смотрит на красивую картинку и делает выбор не всегда в пользу хорошего объекта. И порой становится жертвой такого прессинга со стороны агентов, да, которые притягивают его к покупке того или иного объекта, именно основываясь на эмоциональном порыве. Да, и возникает конфликт интереса. Очень круто, что ты подчеркнул этот момент, потому что не всегда брокер — это тот человек, который играет на стороне клиента. К сожалению. Часто в Дубае бывает так, что каждый сам за себя. И брокер поведет клиента в не самый ликвидный объект только потому, что там ему обещают более высокий процент. Даже логично, если подумать,
что какой-нибудь no-name застройщик где-нибудь на самой окраине Дубая для того, чтобы привлечь максимальное количество клиентов, будет обещать такую комиссию, которая никогда не даст хороший застройщик. Потому что хороший застройщик, он уже вложил огромные бюджеты на брендинг в имя, и к нему приходят и без такой ставки комиссионной. Да, да. Я встречался с такой ситуацией, когда один из проектов JVC продавался не только с выплатой комиссии брокеру и далеко не самой маленькой комиссии, а еще и в придачу шел новый Mercedes-Benz GLE. Представляешь, какой в целом комиссионное вознаграждение совокупно лежало в цене этой квартиры? Хорошо, интересная тема, давай продолжать дальше. И как это выражается в кейсах, которыми ты сталкиваешься, с квартирами, с которыми приходят к тебе клиенты? Да, на самом деле очень многие клиенты, когда приходят, они приходят либо вообще без анализа, не понимая, что ожидать от данной квартиры, либо, что еще хуже, там, с фейковым анализом, где доходность варьируется в районе 25-30%. То есть им продали квартиру, пообещали такие цифры. Соответственно, если говорить про средний рынок текущий, то это 8% доходности годовой и 30% не выжить из квартиры никак. То есть здесь я могу говорить, я обычно пытаюсь не употреблять слова 100% наверняка и так далее, но когда обещают 30% годовой доходности, я могу гарантировать, что это фейковая цифра. Ребят, я хочу обратить особое внимание вот на эту реплику Фихоры. Когда вы смотрите на YouTube огромное количество рекламных роликов, которые обещают вам удвоить свой капитал, дать возврат инвестиций десятками процентов, сдать в аренду с немыслимыми какими-то ставками, пожалуйста, принимайте решение трезво. Здесь для этого я пригласил Фихору, для того, чтобы она, как профессионал этого рынка, которая здесь уже десятки лет занимается недвижимостью, в ее портфеле множество объектов в среднесрочной, краткосрочной аренде находится, она дает реальные цифры, а не цифры с потолка или из рекламных роликов. Давай, поехали дальше. Да, Дим, это хорошее замечание, что когда к нам приходят клиенты, говорят, а нам какая-то энная компания нарисовала там такой-то процент. И я говорю клиентам, нарисовать мы вам тоже можем. Ну, то есть нарисовать, если для вас основная задача — это нарисовать там доходность, то ее можно нарисовать кто угодно. Ну, то есть мы всегда идем от реальных цифр. И когда мы проводим наш глубокий анализ, то есть глубокий скоринг, то мы учитываем не только нашу базу данных, не только наши квартиры нашего пула, мы используем такие открытые ресурсы, как Property Monitor и DXB Interact, и мы, конечно же, анализируем ресурсы для сдачи в аренду, то есть это Property Finder, это Dubizzle, это Bayut, и, соответственно, когда мы предоставляем аналитику нашим клиентам, мы показываем, за сколько сдаются все квартиры, которые стоят там в этом здании, и когда клиенты уходят уже потом получать офферы от конкурентов, они понимают, что они могут спросить, так у вас в рекламе вот такая цена, каким образом вы можете дать нам большую доходность и говорите нам о каких-то заоблачных цифрах, если вы сейчас даете вот так. То есть мы, анализируя рынок, мы даем возможность реально посмотреть на ситуацию. Хорошо, ну давай тогда подойдем уже к такому практическому описанию. Расскажи о том, как происходит подбор объекта под аренду, на основе чего. Ну ты сказала, да, какие источники вы используете. Можешь пошаговый сценарий такой, пункт за пунктом рассказать, как вы начинаете работать? Степ-бай-степ, да. Да, конечно. Скоринг объектов у нас есть в двух вариантах. То есть первый вариант — это когда инвестор приходит напрямую к нам, как управляющей компании, и говорит, ребята, что купить, что приобрести в портфель для того, чтобы это хорошо сдавалось, чтобы это приносило хорошую максимальную доходность. И мы начинаем подбирать портфель, то есть клиент говорит, что у него портфель, грубо говоря, $10 миллионов. 10 миллионов долларов, мы подбираем разные объекты, мы не занимаемся покупкой, мы не занимаемся продажей, мы просто подбираем здание, говорим там, в этом здании хорошо работают студии One Bedroom, в этом здании хорошо работают One Bedroom и Two Bedroom, и, соответственно, делаем выборку, с которой он потом идет либо к своему агенту, либо мы можем порекомендовать наших партнеров, и, соответственно, он уже понимает, что ему четко нужно.
Есть другой вариант, когда у инвестора уже есть агент, с которым он работает долгое время. И тогда мы можем просто принимать уже активные офферы, то есть есть оффер там на офф-план, на строящееся здание, и говорят провести анализ на это здание, то есть насколько качественный застройщик, насколько он соответствует срокам своим, насколько в радиусе там, ближайшем в этом районе есть конкуренты данному застройщику, и ту доходность, которую застройщик обещает, возможно ли будет ее выполнить, либо это что-то опять-таки нарисованное. То есть обычно этим грешат небольшие застройщики, то есть новые маленькие компании, поэтому мы так глубоко подходим к вопросу и анализируем уже имеющийся оффер. Конечно, с точки зрения эффективности гораздо лучше работает, когда сам подбор идет через управляющую компанию, но уже имеющийся оффер мы тоже можем проанализировать. Ну, например, клиенту нравится, условно, Эллингтон в районе Майдан, например, да, вот ему понравился дом, но он все-таки хочет подкрепить это какими-то цифрами, вдруг он, предположим, поменяет свой сценарий, будет сдавать его в аренду, они с агентом приходят к вам и говорят, вот у нас есть sales offer такой, да, мы его получили от застройщика на, не знаю, односпальную квартиру, как вы думаете, по вашим, не как вы думаете, как исходя из тех источников, которые вы анализируете, какая будет аренда, когда этот объект будет сдан, например, в 27 или 28 году? Да, то есть так глубоко мы, конечно, не можем видеть, то есть мы не занимаемся вангованием, мы занимаемся прогнозом, поэтому то, что произойдет в 2027-2028 году, это все очень, скажем так, спорно, потому что пандемию никто тоже из нас с вами не ожидал. Но мы можем понять, насколько застройщик качественный и насколько по тенденции рынка, если ничего не будет супер меняться и не будет какого-то гиперхайпа, либо наоборот падения, то вот в среднем насколько ожидания инвестора от этого объекта оправдаются. Ну, то есть, если я правильно понимаю, то ваш некий прогноз, ваш прогноз по аренде, если мы говорим о объекте, который находится в стадии строительства, это некий линейный прогноз, без учета каких-то черных лебедей в виде ковида или каких-то неприятных ситуаций, которые могут возникнуть. И неприятных, и приятных, да. Окей, хорошо. Да. Фихор, мы с тобой затронули вот уже немножко его в план, то есть строящиеся объекты, но на самом деле я, насколько правильно понимаю, в основном вы работаете с объектами, которые уже построены, которые максимально можно спрогнозировать, да, и построить некий прогноз по денежному потоку в периоде нескольких лет. Я все-таки хочу вернуться к офф-плану и задать тебе вопрос. Как ты думаешь, и давай разберем, может быть, эту тему в диалоге, подходит ли офф-план объекты для того, чтобы их покупать, а потом в дальнейшем сдавать в аренду, подходят ли они для достижения вот этих вот 8% или, может быть, даже более высоких цифр доходности? Это очень интересная тема, я думаю, что на самом деле о ней можно дискуссировать достаточно долго. Скажу сугубо личное мнение, что, конечно, если у человека есть полная сумма к покупке, то эта рекомендация будет либо покупать вторичную недвижимость, либо покупать уже что-то в предготовом состоянии, то есть в ближайшие полгода на выдачу ключей. При выборе офф-плана нужно обращать внимание на мелкие детали. То есть первое — это, конечно, рассрочка, второе — это если постоплата, да, это очень классный бонус. Третье — это локация, то есть насколько локация будет качать, насколько ее продвигает сам Дубай, потому что Дубай активно развивает некоторые локации, и, как ты знаешь сам, они начинают бешено хайповать. Тот же самый пример с Дубай Хиллсом, да? Когда Дубай Хиллс построил не просто дома, а комьюнити, образ жизни, и, соответственно, показал бешеный результат и по капитализации, то есть в цене квартиры выросли, и по аренде, то есть это был рекордный рекордный район, который вырос за последние 20 лет, он вырос там на 38%, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, соответственно, все эти моменты нужно учитывать. Если правильно сделать выбор,
что и при капитализации объекта, то есть при застройке, да, и передаче ключей, и при аренде будут хорошие результаты. Главное понимать, куда заходишь и с кем заходишь, то есть с каким застройщиком. Каким застройщиком, да. Да. Окей, то есть нужно обращать внимание на структуру рассрочки. Желательно, чтобы рассрочка была после ключей. Мало таких застройщиков, честно говоря, которые предлагают сейчас рассрочку после ключей, крупнейшие застройщики. Это вкусное предложение. Это вкусное предложение, да. Второе, надо, конечно, обращать внимание на цену, например, да, за квадратный фут, позволь, я добавлю, да, от себя, потому что часто в плане бывают просто дикие цены за малюсенькие квартиры, да, и у многих возникает достаточно оправданные мнения о том, что в план стоит дороже вторички. И третье, надо брать в внимание локацию. Ну, в общем, наверное, это для любого рынка недвижимости, любого мира, и не только для Дубая, вторички и оффплана, да, должны обращать внимание на место, в котором покупается объект и где он будет строиться. Вот ты мне за кадром рассказывал историю про одно из новых комьюнити, где выдали ключи сразу большому количеству квартир, домов, и возникла такая вот конкуренция внутренняя. Расскажи, пожалуйста, вот об этом. Да, это не про комьюнити, это в целом история достаточно частая, даже недостаточно частая, но практически всегда встречающаяся. Ну, давай представим, что ты купил квартиру в новом здании, и тебе передают ключи, и вместе с тобой ключи получает еще 99 человек. Ну, это еще оптимально 99, иногда это еще 500. Да. Ну, иногда, давай, возьмем такой средний уровень зданий, то есть среднее количество квартир, и вот примерно студии у тебя будет 99 конкурентов. Окей, ты в рамках одного типа. Ну, то есть одного типа, конечно. То есть мы смотрим на целевую аудиторию, вот целевая аудитория, которая пошла бы к тебе, она еще может смотреть на 99 твоих конкурентов. Все, я понял. Да, соответственно, ты получил ключи. Что ты можешь предпринять в этом случае для того, чтобы сдаться первым, а твои 99 соседей сдались после? У тебя есть несколько вариантов. Первый вариант — это самый такой распространенный, который применяют большое количество собственников, получая ключи, находясь в этом состоянии, понимая, что что-то нужно делать. Это демпинг. Ну, то есть очень сильно роняют цену. Это несет за собой очень много последствий. Первое последствие демпинга — это то, что доходность этого здания сразу показывает худшие результаты. И начинается как раз тот вопрос а-ля обещали вроде бы там 10%, а получается 5%. Ну так, конечно. Если идет демпинг, и все понимают, что я хочу быть первым, я готов снизиться по цене, но что еще приходится ожидать? Снижение доходности, соответственно, влияет на вторичку. Никто не хочет покупать 4-5% доходности. И когда видят, что квартиры сдаются там по такой цене, где доходность 4-5%, покупать квартиру не хочется. Соответственно, это еще и несет за собой падение цены на покупку вторички. То есть это такое достаточно часто случающееся. Замкнутый круг такой получается. Замкнутый круг, да. Окей. Какой второй вариант есть у тебя как у собственника? Это создать уникальное предложение. То есть сделать ремонт в квартире, поставить мебель и, соответственно, привлечь свою целевую аудиторию на то, что у тебя квартира не похожа на квартиру 99 твоих соседей. То есть это уже более оптимальный вариант, и мы чаще всего используем как раз этот вариант. И третий вариант — это просто закрыть квартиру на ключ и забыть про эту квартиру на полгода, пока все паникеры. Пока соседи, суета это не закончится. пока паникеры соседи сдадут по самым низким ценам, и уже нормально выходить на рынок по адекватным ценам. То есть это такой вариант тоже зачастую, кстати, используют инвесторы. Ну да, иногда лучше ничего не сделать, чем перебдеть, да, и предпринять излишние действия. Какой еще есть риск, что сдавая по такой низкой цене в долгосрочную аренду, ты же фиксируешь эту цену. Ты ее потом через год и поднять не сможешь. То есть, по сути, ты сможешь ее поднять только по РЭРО-калькулятору. РЭРО-калькулятор дает очень маленький процент повышения, и ты зависаешь вот на этой цене на очень долгий срок. Да. Поэтому те люди, которые просто закрывают квартиру на ключ, они
на самом деле в сроках там 3-4 лет выигрывают эти свои полгода и вполне себе хорошо потом живут. Я понял себя. Исходя из вот этой твоей длинной реплики по поводу 99 студий, у меня появился еще дополнительный атрибут при принятии решения покупки оффплана, который звучит следующим образом. Вам необходимо взять уникальную планировку и уникальный тип квартиры. Когда мы видим, например, когда выходит здание, где 50% всего вот этого квартирного фонда — это студии, еще 30-40 — это однушки, и только остаются несколько двушек, да, и клиент с брокером покупает вот самую часто встречающуюся планировку самого популярного размера там студии, то он, по сути, да, создает себе еще дополнительные сложности. Конечно. В связи с этим. Но не всегда, кстати, происходит кейс, когда не выстраивается очередь. Ну, то есть мы говорили о том, что если ты получил ключи 99 твоих соседей, то вряд ли стоит очередь. То был кейс, когда очередь стояла. Очередь стояла и на покупку, и на аренду. Это кейс с районом МДЛ. МДЛ — это исторический район, который ранее был только для местных жителей. То есть ни строить, ни проживать там экспатам не разрешалось. Как только разрешили построить первое здание, то есть это был огромный бум, стояла огромная очередь там с 4 утра, и, соответственно, такая же очередь стояла на аренду. То есть все ждали, пока когда же выйдет это здание. То есть у нас был кейс в Ламтаре, когда это вот здание на МДЛ. Первый запуск, который ввел в эксплуатацию, был введен в эксплуатацию. И вот на Ламтаре, когда мы получали ключи, у нас там стояли люди возле нашего офиса, 2 семьи, у нас просто одна квартира заходила, а вторая должна была зайти через месяц, на ремонте была. У нас стояли люди, которые там друг с другом не могли договориться, кто первый заедет в это здание. Поэтому были кейсы, такие приятные кейсы, когда за квартирами охотятся. Ну, это тот самый вот атрибут локации, который мы подсветили как один из важнейших, который надо принимать во внимание, если вы покупаете будущее оффплан. Еще одна небольшая ремарка. МДЛ — это Медина Джумейра Ливинг. Это большой мастер-комьюнити от госзастройщика Мирас. Сейчас Мирас, к слову, объединился с Мейдан, с Нахилом. Это теперь такой огромный холдинг, да. Это комьюнити уже практически закончено. Буквально несколько месяцев назад был продан последний этап последнего кластера в районе МДЛ. Сегодня это практически законченная комьюнити, несколько вот кластеров еще в стадии строительства, но много уже людей живут. И сегодня там можно купить квартиру только с вторичного рынка и с существенным уже приростом стоимости от покупки первоначальной. Да. Очень классный район, на самом деле показывает тоже хорошие результаты и по капитализации, и по аренде. Окей, с МДЛ все здорово и понятно. Мы сегодня туда съездим, так что досматривайте видео до конца. Мы с Фихорой покажем одну из тех квартир, которые сейчас находятся в такой передаче между одним собственником к другому. Пока мы не уехали в квартиру и сейчас еще находимся в студии, у меня вот чисто практический вопрос личный. Я рассматриваю покупку квартиры в ипотеку и с целью сдачи ее в аренду, краткосрочную аренду. Почему я рассматриваю это? Потому что у меня есть зарплатный сертификат, у меня есть стабильный доход, я могу получить ипотеку в местном банке. Ключевой момент заключается в том, что банковская ставка, она меньше, чем 8%. Поэтому я, по сути, от краткосрочной аренды, получая доход, могу оплачивать... погашать свою ипотеку, причем еще даже вперед, если это потребуется. Я сейчас нахожусь в подборе, скажем так, локаций и квартир. У меня существует мнение о том, что наилучшим или одним из лучших мест, которые подойдут для покупки последующей сдачи, я же мыслю от конца, да, то есть какая локация будет мне нести больше процент. И это локация даунтаун. Что ты скажешь? Вот поддерживаешь ли ты меня? По анализу наших данных, даунтаун на данный момент показывает не
самый большой прирост по аренде и по капитализации также. То есть с чем это связано, с чем мы это связываем? Мы связываем это с тем, что открылось большое количество районов рядом, которые делают акцент на комьюнити. То есть это Крик, это Шоба, и, может быть, у тебя даже есть кейсы знакомых, кто жил на Бизнес-Бэй либо в даунтауне, работали в этих районах, но переехали как раз в тихие семейные комьюнити, где большое пространство для детей, для жизни, для коворкинга, очень много ресторанов уютных, и, соответственно, там в Майдане, когда откроется лагуна, то будет еще больше отток, потому что это на самом деле очень крутые концепты, в которые включается продвижение образа жизни. Даунтаун как раз в связи со всем этим начал давать падение по краткосрочной и среднесрочной аренде. То есть очень большое количество людей выбирают сейчас районы близлежащие, но не именно эти центральные. Да, я подтверждаю такую тенденцию. Ты правильно абсолютно сказал, что я вот сейчас об этом подумал, о том, что я, проработав 1,5 года в Бизнес-Бэй, видел на своих глазах, как большое количество людей приезжало сначала жить рядом с офисом, ну, чтобы просто не тратить время, да, или, может быть, даже вообще обойтись без автомобиля, чтобы пешком на работу хотели там заказывать Карим там за 20 дирхам и перемещаться там в 50 минутах от офиса. Но впоследствии они уезжали из этого района, и вот у меня 2 случая буквально в этом месяце. Ребята уехали из Бизнес-Бэй в Шобу Хартленд. Да. Часто встречающаяся ситуация. Ну, я на самом деле живу в Крике, я на своем канале много показываю этот район, потому что, ну, это классное место, я не планирую оттуда уезжать, и действительно, даже в час пик до Бизнес-Бэй, до вот офиса, в котором я раньше работал, ехать было, наверное, 20-25 минут. Это прям самый такой... Час пик по Бизнес-Бэю просто там от одного здания до другого доехать минут 15. Вот. Поэтому я считаю, что да, районы новые сейчас перетягивают на себя, и это уже видно, это уже отражается. То есть ты хочешь сказать, что в данный момент, вот я свой меркантильный интерес преследую, по-прежнему у тебя буду информацию вытаскивать, в данный момент даунтаун ты не рекомендуешь для того, чтобы брать там квартиру готовую для сдачи в аренду. Лучше посмотреть на локации, назовем их комьюнити, да, то есть, ну, например, условно Шоба. Наша рекомендация, да, это смотреть на развивающиеся комьюнити, на именно застройщиков, которые вкладываются больше в, скажем так, глобально проекты, а не в какое-то единичное здание. Может быть классное здание, но в целом будет развиваться больше в нашем ожидании районы с образом жизни, с концептом образа жизни. Я хочу, кстати, очень важный момент отметить в том, что на данный момент в Шобе есть еще здания, которые находятся в стадии строительства, но несмотря даже на, скажем так, тенденцию на рост аренды в этом районе, в Шобе есть distress-дилы. То есть, по-русски говоря, первые владельцы продают по цене покупки. Соответственно, сейчас в Шобу можно как раз, получается, и зайти еще по хорошей цене, и оказаться вот на гребне этой волны, точнее не на гребне, а на старте, подъеме этой волны, да, не ожидая окончания строительства, да, там 3-4 года, в зависимости от того, сколько строится дом, купить эту вторичку уже на ключах по цене оригинальной и через несколько месяцев сдать ее в среднесрочную или в краткосрочную, или, может быть, долгосрочную аренду. Если у вас есть запрос на объекты вторичного рынка в Шобе, пишите мне в личные сообщения, я вам вышлю, у меня есть несколько классных предложений по оригинальной цене. Поехали дальше. Какие еще существуют стереотипы, вот кроме моего собственного про даунтаун, которые ты можешь подсветить? Ну вот Марина, например, вот многие говорят, Марина, надо покупать в Марине. Марина очень классный район, но проблема в том, что в Марине очень много разношерстных зданий. То есть там есть здания прям очень классные, а-ля Марина Гейт, и есть здания, в которых просто невозможно находиться. Там плесень, неработающие лифты, скажем так, контингент не самый лучший. И, конечно, иногда инвесторы, особенно те инвесторы, которые покупают там, не глядя, не приезжая в Эмираты, либо приезжая в последний момент, иногда получается
Покупают кота в мешке. Покупают такие апартаменты. Тяжело потом из них сделать экзит, тяжело потом из них выйти. Но сама по себе Марина в большей степени, конечно, неплоха. Если отсеять все те плохие здания с нехорошими управляющими компаниями, которые за ними не следят. Но опять-таки, если сравнивать Марину и новые районы, то Марина тоже показывает спад, так же, как Даунтаун. Тоже очень многие люди, прожив долгое время в Марине, на GBR, на GLT, даже на том же самом, хотя GLT менее подвластен такой волатильности, расскажу почему. Но вот Марина и GBR, они сейчас имеют тренд оттока среднесрочных и долгосрочных клиентов. А GLT? Да, а GLT менее волатилен. Почему? Потому что это фризона. В каждом кластере GLT есть офисные здания, и это круто, потому что все сотрудники, которые работают в этих офисных зданиях, они рассматривают проживание где-то рядом. Соответственно, ближайшая точка — это прям соседнее здание. И часто бывает, вот у нас студии One Bedroom на GLT, за ними тоже идет охота, потому что есть коллаборации с офисами в соседних зданиях. Соответственно, мы знаем, кому там что необходимо, и очень быстро можем сдать такие варианты. Но те, кто долгое время там жил в GLT большими семьями, они тоже сейчас смотрят в сторону комьюнити, в сторону зданий. Фихор, какие еще, может быть, существуют по районам стереотипы по поводу того, что там стоит покупать недвижимость для аренды, вот кроме вышеозвученных, если есть такие явные? Прям явных стереотипов я назвать не могу. Тут нужно подходить индивидуально к зданию, к планировке, к дизайну, к управляющей компании здания, потому что от нее очень много зависит. Ты можешь купить классный объект, а через какое-то время он превратится в тыкву, просто потому что управляшка, именно управляющая зданием компании, она славится там... Не славится. Да, она славится не очень хорошей репутацией, скажем так. Кстати, вот в комьюнити-то, я так понимаю, что поскольку занимается управлением одна компания, да, поэтому еще и это также влияет на качество управления этими зданиями и подходом к их эксплуатации, того, чтобы там все было хорошо. Да, и когда мы делаем аудит, мы учитываем все данные факторы, мы учитываем фактор и управляющий зданием компании, и, в принципе, какие соседние здания есть и какой контингент проживающих в этом здании, потому что часто бывает то, что здание хорошее, а рядом стоят два, скажем так, низкоквалифицированных билдинга, низкоквалифицированных здания, которые будут портить комьюнити, будут портить репутацию, и средний класс или класс выше среднего, он не заедет в здание просто потому, что не хотят они, чтобы их соседями там были какие-то определенные группы людей, скажем так. Я понял. Вот. Поэтому, когда мы делаем аудит, мы учитываем все эти факторы. Мы учитываем факторы, начиная от самого застройщика, качество постройки, управляющей компании, сколько квартир свободных такого типа стоит в аренде, либо будет сдаваться там в аренду и так далее, по какой цене стоят соседние здания конкуренты, и могут ли быть они сопоставимы с этим со зданием, которое хочет приобрести инвестор. Соответственно, все эти факторы мы учитываем, и стоит это достаточно недорого в сравнении с тем, какой бюджет может сохранить собственник, либо же, наоборот, выиграть при приобретении более ликвидного объекта. Хорошо. Последний вопрос про комьюнити. Я почему тебя мучаю про это, про районы, какие являются хорошими и плохими, потому что я в больших своих видео, которые были по итогам 2023 года и по прогнозу на 2024 год, я не знаю, смотрел это или нет, но я в каждом из этих видео подмечал район Минрашид. Район, который сейчас находится полностью в стадии строительства, там еще ни один дом не построен, но я без какой-либо заинтересованности, просто это мое личное мнение, да, то есть я считаю, что это один из самых перспективных районов для роста капитала, для сдачи в аренду. Район Минрашид от госзастройщика Эмар. Как ты думаешь, твое мнение, к моменту сдачи этого района или первых
корпусов этого района, Минрашид, это будет успешный район для клиентов, которые покупали для аренды? Тут мы можем сопоставить информацию, которую мы обсуждали при сдаче ключей здания, а тут целый район. Понятное дело, что на старте, прям в момент передачи ключей, нужно будет переждать паникеров. Да, окей, закрыть дверь. Да, да. Но все-таки либо закрывать дверь, либо, что мы предлагаем, наилучший вариант, это замеблировать и начать сдавать в краткосрочку. Ну, то есть таким образом квартира не простаивает, вы хотя бы покрываете там свои сервис-чарджи, затраты на управляющую компанию как раз, управляющую компанию здания. Вы покрываете там какие-то минимальные косты, если вы взяли ее в ипотеку, да. Соответственно, квартира работает, а не простаивает. Но при этом через полгода, когда устаканится рынок, может быть полгода, может быть чуть больше, потому что целый район, вы сможете поднять цену до хороших аналогичных районов с комьюнити, с учетом, что все новое, все, МР старается строить на слабо. Поэтому я думаю, что больше полугода не займет стабилизация района. Окей, хорошо. Хорошо, спасибо, Фихора. Вот мы подошли к, наверное, самому интересному месту этого ролика. С Фихорой мы сейчас поедем в одно из зданий в районе МЖЛ. Мы сегодня уже этот район немного подсветили. И посмотрим на одну из этих квартир, где мы расскажем все в деталях. Покажем квартиру, покажем доходы, расходы и как выглядят квартиры, которая сдается в аренду от компании Shell Grow. Да, супер, погнали. Дим, еще раз привет. Теперь я тебя приветствую в наших апартаментах. Добро пожаловать. Это один из наших юнитов. На данный момент, на май 2024 года, у нас 104 объекта. Мы активно растем, у нас еще более 40 объектов сейчас находится на подготовительном этапе. Этот объект уже работает, уже сдается в аренду, и мы попали как раз в промежуток между двумя арендаторами, поэтому получилось посмотреть объект, уже который работает у нас в управлении. Окей, расскажи немножко. Мы в первом видео затронули, да, этот объект, что мы сюда поедем, да. Это Медина Джумейра Ливинг, это двухспальная квартира в одном из первых комплексов. Рахаль-2. Рахаль-2. Расскажи немножко об истории этой квартиры, этого комплекса. В целом, один из максимально ликвидных и востребованных районов. Как уже ранее говорили о том, что именно на этот район изначально был большой ажиотаж, потому что исторически нельзя было здесь строить не местным жителям, экспатам. И вот сейчас, когда это разрешилось, большой поток и туристов, и резидентов стали бронировать здесь апартаменты. Здесь недалеко находится пляж, буквально через дорогу. Здесь большой сук находится. Сук Аль-Бахар. Сук Аль-Бахар, да. Это такой старинный базар, очень красивый. Напротив находится замечательный аквапарк. Ну, то есть все приспособлено для того, чтобы люди, которые живут либо приезжают, чувствовали себя комфортно. И как в любом здании в Эмиратах, наверное, там в большинстве зданий, здесь чудесный спортзал, чудесная сауна, есть свимминг-пул, бассейн, поэтому все для комфорта. И парковка. И, конечно, парковка. Здесь предусмотрена одна бесплатная парковка. Две парковки на two-bedroom апартаменты. Окей. Да. Парковка входит в стоимость изначально входила, и, соответственно, при аренде также предоставляется нашим арендаторам. Окей. Когда и почем вы приобрели эту квартиру? Приобретали мы ее чуть менее года назад, то есть почти год квартира работает. Соответственно, покупалась она за 3 миллиона дирхам.
сейчас на долгосрочной аренде, если мы посмотрим уже тренд роста, то квартира стоит на долгий срок в пределах 280-300 тысяч. То есть, по сути, это в долгосрочную аренду, там еще будет минус сервис-чардж. Будет гросс примерно... получается 10%, гросс. Гросс, да. Окей, то есть вот сейчас вы в поисках нового арендатора на контракт 280-300 тысяч дирхам в год. Мы уже нашли арендатора. Вы уже нашли. Да, это будет среднесрочный арендатор. Эта квартира работает именно в среднесрочной аренде, в стратегии среднесрочной аренды. И работает, показывает хорошие результаты. Благодаря тому, что сейчас вот на лето мы сдаем ее по достаточно дешевой цене, чтобы квартира не простаивала, потому что цены даже на долгосрочную аренду летом немножко падают. Вот, и сдавать ее на долгосрочку летом не хочется. Поэтому мы ее сдаем сейчас на 3 месяца в среднесрочную аренду, а осенью посмотрим, если это если прибыльнее будет сдавать ее на долгосрочку, мы перейдем на долгосрочку. Окей. Но если вот же... сейчас, вот летом, сколько 3 месяца обойдутся арендатору? 18-19 тысяч, включая полностью все коммунальные счета. В месяц? В месяц, да. Окей. Значит, в дальнейшем осенью вы будете рассматривать сдачу этого объекта либо также в краткосрок, средний срок, Да. либо в долгосрок. Либо в долгосрок, Да. где можно получить от этой квартиры до 300 тысяч дирхам Конечно. годовым контрактом. Если вы хотите приобрести квартиру в Медина Джумейра Living, то у меня есть подборка доступных квартир, которые вы можете приобрести и сразу же сдать в аренду. Как правило, я думаю, здесь благодаря тому, что высокий спрос на аренду, скорее всего, это будет 1-2 чека, наверное, да? Да, мы рассматриваем, если долгосрочную аренду, то только одним чеком. Одним чеком. Да, почему? Потому что есть риски свои в долгосрочной аренде. Когда идет баунс-чек, клиент не выплачивает остаток, очень тяжело потом выселить такого клиента. Приходится применять, подключать суд, полицию и так далее. Поэтому мы стараемся избегать таких случаев и ищем клиента одним чеком. Это безопасно, потому что квартира все равно постоянно сдается в среднесрочную аренду, она не простаивает, пока мы ищем арендатора, который комфортен для получается, что потенциально осенью вы сможете сдать эту квартиру за 280-300 тысяч дирхам, и арендатор выплатит этот платеж авансом за весь год вперед. Да, так работает эта система. Хорошо, Фихор, давай все-таки вернемся к разным типам аренды и разберем структуру расходов между сторонами. Значит, давай начнем с краткосрочной и среднесрочной аренды. Какая сторона за что платит? Классный вопрос. Просто хочется чуть глубже подойти. Почему мы, в принципе, выбираем краткосрочную или среднесрочную аренду? Потому что сейчас доходность составляющая, она не приносит сверхдохода. Допустим, если в годовой аренде это 280-300, то в краткосрочной и среднесрочной те же самые 280-300. В пересчете на год. Да, в пересчете на год. Поэтому тут как раз-таки есть другие бенефиты, почему люди выбирают именно среднесрок и краткосрок. Во-первых, это все права управления недвижимостью остаются напрямую на собственнике, то есть коммунальные счета подключены на собственника, квартира в статусе земельного департамента вакантна, продавать он ее может как вакантную. Ты, работая с инвесторами, наверняка понимаешь, что вакантные квартиры не всегда больше востребованы. Более ликвидны, да. Да, нежели тенант от квартиры, которые с долгосрочным арендатором. Как раз-таки именно потому, что долгосрочного арендатора тяжело выселить, ему там нужно делать годовое предупреждение. Если клиент не захочет выезжать, это все решается через суды, через все эти сложные процессы. То есть краткосрочная и среднесрочная аренда, она все эти недостатки ликвидирует. Поэтому в данный момент, именно в текущей исторической точке, среднесрочная и краткосрочная — это не про доходность, сверхдоходность, это именно про юридическую упаковку. Теперь, возвращаясь к твоему вопросу, какие расходы несет арендатор, какие расходы несет собственник, то в краткосрочной аренде арендатор платит гросс, то есть когда ты спросил меня, сколько стоит эта квартира, я сказала 18-19 тысяч, все включено. То есть он оплачивает эту сумму в управляющую компанию, управляющая компания с этой суммы выплачивает всю расходную часть, и остаток пересылает собственнику. То есть что забирает управляющая компания? Первое — это комиссия. То есть комиссия управляющей компании по рынку Дубая составляет в среднем 20%.
Второе – это коммунальные услуги, то есть это интернет, это газ, кондиционер, электричество. То есть за все коммунальные услуги вычитается из общей валовой прибыли. И, соответственно, остаток отправляется собственнику. Также могут возникнуть амортизационные проблемы внутри квартиры. Ну, допустим, мы понимаем, что если данный стол разобьют, то это будет вычитаться с депозита арендатора. Но если, допустим, данный стол пожелтеет, то, конечно же, арендатор в этом будет не причастен. Да? И заменить данный стол для того, чтобы создать более ликвидный вид объекту, нужно будет за счет собственника. Окей, хорошо. Да. Вот. В среднесрочной аренде все платит, как в долгосрочной аренде, арендатор. То есть он платит отдельно аренду собственнику, и, соответственно, у собственника только вычитается комиссия управляющей компании, это 7% за среднесрочную аренду, а коммунальные счета, там какие-то mini-damages, небольшие уроны, это все прописывается в контракте, как в долгосрочной аренде, что до 1000 дирхам на плечах у арендатора. То есть в краткосрочной аренде в основном все расходы возлагаются на владельца недвижимости. Если мы говорим про среднесрочную, долгосрочную перспективу сдачи, то в основном все расходы лежат на арендаторе. Да, все верно, все верно. В этом преимущество как раз среднесрочной, что она такая микс между краткосрочной и долгосрочной, вроде бы и сохраняет юридическую упаковку краткосрочной аренды, когда собственник может и продать выгодно, и поменять стратегию, но в то же время вся расходная часть на арендаторе. Но для арендатора это тоже очень выгодно. Почему? Потому что ты видишь, квартира полностью подготовлена для жилья, включая там стаканчики, декоративные вещи. То есть приезжаешь с багажом, останавливаешься и живешь. Да, окей. Осталось только поставить зубную щетку. Это точно. У меня вопрос к тебе по этой квартире. Вот ты сказал о том, что здесь рядом вся инфраструктура, пляж. Почему она не сдается в краткосрок? Это two-bedroom объект. В краткосрочную аренду в основном востребованы студии и one-bedroom объекты. Опять-таки, краткосрочная аренда, мы можем ее сдавать в краткосрочную аренду, но краткосрочная аренда более волатильна. То есть она подвержена сезонности очень сильно, она подвержена праздникам, выходным. И может случиться такое, что клиент там прожил неделю, а следующий клиент приезжает через неделю. И неделю квартира стоит пустая. Это стресс для инвестора. Ну, то есть он эту неделю он не будет спать, он будет переживать. И это уже становится не пассивным доходом, а стрессовым доходом. Мы пытаемся создать с нашими инвесторами настолько корректные, комфортные взаимоотношения, чтобы наш инвестор спал спокойно по ночам. Соответственно, в долгосрочной аренде он не сможет спать спокойно, потому что будет переживать, что случится какая-то bounce-check, либо какой-то случай, в который он не сможет повлиять на ситуацию в квартире. В краткосрочной аренде может инвестор переживать из-за того, что появляются эти гапы, пробелы между бронированием. И вот продукт среднесрочный, он такой самый оптимальный, который мы рекомендуем. Я понял тебя. Вернемся к началу разговора. Ты сказал, что эта квартира была приобретена за 3 миллиона дирхам. Она была уже куплена на вторичном рынке? Да. Без мебели? Без мебели, да. Без мебели. Соответственно, инвестор ее купил, как мы с тобой раньше говорили, уже вместе с вами с целью в дальнейшем сдавать ее в аренду. Вы дали ему рекомендации по мебелировке и сделали эту работу сами. Конечно, да. Скажи, пожалуйста, сколько заняла работа по упаковыванию этой квартиры по времени и по деньгам? Да, если говорить про упаковку объекта, то, наверное, мы одна из самых быстро выполняемых проектов компаний, потому что у нас это занимает 14 дней. Ну, то есть, если не говорить про какие-то супер убитые квартиры, когда покупаются на вторичке там, под реновацию, и тогда мы тратим на проект до месяца, то просто комплектация, покраска стен там, в более приглядный цвет, ну, как ты видишь, то есть у нас не больничного цвета стены, у нас такой мягкий цвет, мягкий, скажем так, цвет верблюжий, camel, да. И на это все, про все уходит до 14 рабочих дней.
Да, это достаточно быстро. И самое главное, что в момент, когда мы мебелируем объект, мы занимаемся подготовкой, мы уже начинаем рекламировать квартиру. Каким образом? Наши дизайнеры делают прорисовку модели, мудборд 3D-дизайн. Мы заливаем всю эту информацию уже на ресурсы и делаем тайтл о том, что это абсолютно новая квартира, быть первым проживающим. Это генерит определенную часть людей. То есть заранее уже находите, открываете даты, зная, что у вас займет это 2 недели, вы открываете даты. Конечно, сразу, да. Сдача в аренду. Сколько, если не секрет, обошлась собственнику мебелировкой и упаковкой этой квартиры по деньгам? В районе 70 тысяч дирхам полностью с ремонтом, с покраской и с мебелью. Давай подведем итог. 2 недели заняла процедура мебелировки этой квартиры и ремонта. Стоимость 70 тысяч. Площадь этой квартиры? 110 квадратных метров. 110 квадратных метров. Насколько я понимаю, вы поставили только здесь мебель, кухня осталась прежней от застройщика. Техники не было, подождите. Не было техники. Окей. Или была? Блин, ты что такие сложные вопросы задаешь? Я не помню. Неудивительно, что Фихора не вспомнила про наполнение кухни в этой квартире, потому что в управлении Шелл-Гроу находится более 200 объектов только в Эмирате Дубай. И, кстати, услуги по скорингу, то есть подбору объекта недвижимости в компании Шелл-Гроу стоят 6 тысяч дирхам. Но если вы обращаетесь за этой услугой через меня, то для вас это будет бесплатно. Мои контакты указаны в описании к ролику. Мирас стандартно сдает с кухонным гарнитуром, но без мебели. Но без техники. Без техники. То есть, соответственно, скорее всего, поставили холодильник. Нет, гарнитур точно был. Ну, вот эти шкафы. Шкафы, да. Имеется в виду, я не знаю, технику, была холодильник, ли плита? Микроволновку и посудомоечную машину. Она здесь есть, кстати? Да, есть посудомоечная. Да, ну вот это, наверное, было сюда поставлено. Окей. Ну, то есть в сумму, скорее всего, это сумма с техникой, 100%. И вот 70 тысяч, включая всю бытовую технику. Окей. Хорошо, окей. Фихор, давай тогда пройдемся, посмотрим на эти 110 квадратных метров, и, возможно, мы сегодня найдем тебе арендатора на следующий год. Супер, давай. Ну Привет, что, Фихор, показывай. Да, это наша кухня. Кухня оборудована по стандартам Дубай туризма. То есть присутствует все необходимое. Огромный холодильник на two-bedroom апартаменты, микроволновая печь, плита электрическая, то есть кофемашина. И, как видишь, все необходимое для проживания, то есть начиная от кружек, ложек, чашечек и так далее, все присутствует. Окей, пойдем дальше посмотрим. Большая. Тут огромная, да, гостиная. Я смотрю, вы свет поставили, наверное, он не такой был изначально, да? Да, то есть мы всегда стараемся сделать максимальное освещение для помещений. То есть, как видишь, есть дополнительные еще лампы. Соответственно, квартира выполнена в желто-зеленых оттенках, что, опять-таки, создает ощущение уюта, особенно в дубайскую жару летом. Хочется вот именно такого, что-нибудь уютного и спокойного. Поэтому стены в таком спокойном оттенке и при этом яркие акцентные пятна. Вот. Есть балкон. Ну, здесь у нас на балконе что? Мебель просто, да? Это на случай, если будет не жарко, здесь можно, наверное, немного почилить, да? Да, именно. Сейчас не совсем подходящая погода. Ну что, пойдем дальше? Это мастер-бедрум. В мастер-бедрум, как ты видишь, у нас большая кровать, но обычно мы используем раздвижные кровати для того, чтобы, если приезжают, допустим, однополые друзья, они могли раздвинуть кровати и использовать данное помещение. Соответственно, есть полотенце, есть в мастер-бедрум всегда туалет с ванной комнатой. Можете посмотреть, что абсолютно все мелкие детали, мелкие принадлежности, они также в квартире уже имеются. Здесь еще большущий шкаф, да, для хранения. Можно прям с зимними вещами туда приехать. Место для хранения. Или как часто шубы покупают из Дубая и везут куда-то. Здесь можно прятать. Вот. Тогда пойдем на вторую комнату. Вторая спальня с таким классным видом на мини-парк с дорожками для ходьбы или для бега. Очень классно в Дубае в холодное время года такое бегать. И круто, когда есть беговые дорожки.
Вторая спальня тоже выполнена в теплых желтых тонах. Опять-таки есть возможность раздвинуть кровати, есть стол для работы. Или для косметики, да? Либо трюмо для косметики, ну, то есть его можно использовать многофункционально. То есть обе спальни выполнены в таком формате, чтобы можно было уместить максимальное количество людей. То есть может приехать 2 семьи, могут приехать 4 друга, могут приехать семейная пара и дети, допустим, и детей можно разложить тоже по 2 разным кроватям. Это достаточно удобно. И есть такой вот маленький плюсик, который я считаю всегда хорошим бонусом. Это отдельно выделенная комната прачечная. Обычно в Дубае чаще всего прачечная комната идет встроенная в кухню. И это не совсем удобно, когда сидишь, кушаешь, и у тебя там постоянно какие-то звуки. Вот. И гостевой туалет, также прилежащий к спальне. Пехор, спасибо тебе большое за сегодняшнюю информацию. Ее было очень много. Надеюсь, она была полезна всем нам, кто сегодня смотрит это видео. Я, честно говоря, поражен о том, как быстро вы делаете ремонт. 2 недели. Я даже не предполагал, что объект можно так быстро ввести в эксплуатацию. А сейчас я обращаюсь к тем, кто смотрит это видео. Дорогие друзья, прежде чем вы покупаете квартиру, обратите внимание на цель инвестиций. И если эта цель инвестиции для дальнейшей сдачи в аренду, начните подбор квартиры с того, чтобы проанализировать рынок и наиболее ликвидные локации для того, чтобы купить квартиру именно там. Для того, чтобы, когда вы получите ключи, вы уже сдавали объект в аренду и получали максимальный доход. Фихора, еще раз спасибо тебе большое за участие. Дим, спасибо большое тебе за приглашение. Было очень приятно поучаствовать. И на самом деле очень рада, что есть такие эксперты в Дубае, как ты, которые стараются подобрать для своих клиентов только самое ликвидное и самое необходимое по их целям имуществом. Пока-пока. Пока. Я каждый раз, когда записываю какие-то интервью, показываю квартиры, я приезжаю и бегаю по facilities. Я же сама не бываю на этих объектах, у меня же команда ходит. И я изучаю сама и так думаю, блин, классно здесь.